Год назад мы перед американской стороной поставили вопросы, которые интересуют, наверное, многих присутствующих. Это вопросы, связанные с мошенничеством. Мошенничеством на автомобильном транспорте. И в этом году они специально посвятили тему сегодняшнего доклада именно мошенничеству. Ну, а весь сценарий и алгоритм нам расскажет Стив, ну, а Грегори Кингу будет переводить, и через него вы задавайте, пожалуйста, вопросы. Пожалуйста. You may not have had the opportunity to see before. Он благодарит вас за то, что вы сегодня присутствовали. Он надеется, что все получили удовольствие сегодня и, в общем, имели возможность увидеть то, что, видимо, по всей видимости, вы раньше никогда не видели. I'd like to share with you this afternoon a little bit about the insurance industry in America and how sometimes false reporting and fraud, means committing a crime, can take advantage of that system. Он хочет с вами поделиться всем происходящим со страховыми компаниями и поговорить немножко о том, что происходит, когда специально подделанные когда специально подделанные отчеты, искаженные, естественно, наносят вред всей этой вот институту страховой компании. The accident investigator that we commonly have as a first responder is the police. Первый, кто, как правило, отвечает на подобного рода заявления, это является полицейским. And when that police officer, sometimes sitting at a desk in a reporting situation or responding to the scene of the crash, must be keenly aware that the evidence matches the stories that he's told. И очень важно, естественно, очень важно, что тот самый полицейский, который в процессе составления документов, то ли он сидит за столом у себя в кабинете, то ли это происходит непосредственно на месте совершения преступления, очень важно, чтобы он убедился в том, что те данные, которые ему были сообщены участниками этого дорожно-транспортного происшествия, соответствуют истине. The term insurance fraud basically means that it is an attempt to gain money or gain, if you have a word for ill-gotten goods, from staging a motor vehicle accident. И в Соединенных Штатах, я уже знаю, есть в России такой термин. У нас есть термин, который определяет, вот это называется insurance fraud. То есть, что такое insurance fraud? Страховое, отлично. Страховое мошенничество. Это такой термин, который под собой подразумевает, естественно, составление фальшивых каких-то документов, чего-то фальшивого, то, что делается для того, чтобы в результате получить какие-то деньги со страховой компании. Insurance in America is very expensive. I pay, my wife and I pay for 2 vehicles, 2 drivers, about $3,600 per year. И, кстати говоря, у меня те же самые цифры. Он с женой за 2 автомобиля и 2 водителей в год платит $3600. У меня приблизительно точно такая же страховка. Цифры у нас очень, хотя мы в разных штатах, но страховка у нас очень такая. And of that $3,600, it's estimated that $875 of that I pay as the result of frauds being committed in that industry. Внутри $3600, которые он платит страховой компании, 870, есть такая оценка, что $875 он платит только потому, что есть целый ряд людей, которые совершают страховое мошенничество. То есть, если бы этого не было, то наша с ним страховка и у него, и у меня стоила бы всего-навсего на $875 дешевле в год, что представляет из себя приличную сумму денег.
It is an $80 billion industry. Insurance fraud is an $80 billion industry that can be stopped. Общая индустрия, если ее так можно назвать, страхового мошенничества составляет 80 миллиардов долларов в Соединенных Штатах. Общая сумма обмана 80 не миллионов, миллиардов долларов. And so we have to examine what, it helps to understand what type of insurance is possible to buy. The first is basically liability insurance. That's protecting you from a loss. И когда речь идет о приобретении страховки в Соединенных Штатах, то в большинстве случаев владелец транспортного средства сам определяет, какого вида страховку он предпочитает получить. Самый нижний уровень, так называемая liability, то есть это минимальная требуемая страховка, которая все, что она делает, она защищает, it defends you from, once more, liability from... It defends you, well, here's a good way to think of it. I own a home, Right. I own cars, property, and if I drive through an intersection and cause an accident and cause damage to those people, the liability insurance protects me from having to pay that. They pay that for me. Это означает, что если, например, покороче, что если он оказался в дорожно-транспортном происшествии и нанес какой-то ущерб другому транспортному средству или какие-то телесные повреждения у других людей, то иншуранс, который называется обязательным, покрывает только затраты на другое транспортное средство и на телесные повреждения других людей. Пойдем дальше. And I understand that may be unique to us. It probably is not that way in all countries, but it's usually sold and it's called a quote in terms of 3 phases. One is $100,000 for personal injury, and then you have $300,000 for bodily injury total in the crash. So you could have 3 people hurt, $100,000 each, and then you would have a $50,000 cap on property damage. И вот эта вот самая страховка, о которой мы сейчас говорим, о первом минимальном уровне страховки, он покрывает телесные повреждения на одного человека в пределах $100,000. Либо если телесные повреждения получило большое количество людей, то суммарно не более $300,000, либо транспортное средство, поврежденное в пределах $50,000. Вот, так сказать, суммы денег, на которые страхует минимальная страховка. Сейчас мы подойдем к этому. Секундочку, ребята, мы еще не закончили. Давайте вопросы потом, если вы что-то... Возьмите лист бумажки и записывайте вопросы. По мере нашего рассказа вы их будете вычеркивать. Что останется, зададите в конце. Sorry. Let's go. No, that's fine. Yeah, perfect. The 2 other types are collision and comprehensive. They're optional, and oftentimes the insurance company likes you to buy them because they're worth a lot of money, but most people don't buy them. Еще 2, так сказать, дополнительных вида страховки, которые называются коллизия. Коллизия — это столкновение. Collision and comprehensive means covers everything. И это как бы комплексная, еще одна комплексная. It's extra coverage. Это дополнительное покрытие. Okay, next. Collision is not to be confused with liability. Collision means that the liability pays the bills for the damage that you cause to other people. Ни в коем случае нельзя путать первую, о которой мы сказали, которая называется liability, со второй, которая называется collision, потому что, как я уже сказал, liability — это когда выплачиваются деньги только тем, кому ты навредил. В отличие от страховки, которая называется collision. And in collision what happens? Collision covers the damage done to your car and to other cars. What about injuries? Injuries are separate. That's But it's comprehensive. also, okay. Значит, страховки, которая называется collision, покрывается не только damages, помогает.
ущербы, принесенные другому транспортному средству, но и также своему собственному транспортному средству. Next. Comprehensive coverage protects for unpredictable types of damage. You drive your car into high water and it floods, that's a comprehensive coverage. Последний уровень, последний вид страховки, который называется comprehensive, как вы сказали, комплексная, учитывает факторы, которые как бы нельзя было бы учесть. Например, прошел какой-то жуткий проливной дождь, скопилось огромное количество воды, и случайно попал в эту воду, в результате двигатель вышел из строя, всякое, то есть то, что невозможно учесть. Your car is destroyed by hail or a tornado or a volcano. Автомобиль разрушен из-за торнадо или огромный у нас бывает вот такого размера град. Град как шайба, буквально, просто как бы разбивается и так далее. Какие-то, в общем, абсолютно непредвиденные вещи. Yep. Uninsured motorist. Let me say this. Insurance coverage is required in all states. What's up? Please, простите, выключите, пожалуйста, свой телефон. Кому нужно поговорить, выйдите, мы можем подождать, либо двигаться дальше. Давайте так, чтобы не мешать. Ладно? Уважаемые, я свои телефоны все выключу. У меня их 3. Sorry, let's go. Okay. I'm talking about the cell phone in the audience. Oh, that's all right. Insurance coverage is required in all states in America. But we know that about 17% of all motorists don't comply with the law and buy insurance. Страховка требуется обязательно во всех штатах Соединенных Штатов Америки, но статистика показывает, что приблизительно 17% водителей по-прежнему не имеют никакой страховки. So if I happen to be involved in a collision with one of these people that don't have insurance, my comprehensive and damage insurance will cover me. I'm protected. Если вдруг он оказывается в столкновении с транспортным средством, водитель которого не имеет покрытия, то если у него при этом то, что называется comprehensive, комплексная страховка, то его комплексная страховка покроет полностью его транспортное средство и всякие телесные повреждения, которые с ним случились. Then we have an unusual type of coverage. It's commonly referred to as PIP, but it's personal injury insurance. Существует еще один вариант, очень нечасто используемый, такой довольно редкий, который называется персональная персональная защита от телесных повреждений. So I get involved with this collision with this person that doesn't have insurance. My PIP insurance covers my medical bills and the medical bills of the people in my car. Значит, если опять-таки он оказывается в столкновении с транспортным средством, водитель которого не имел никакого покрытия, то его вот эта вот insurance, страховка покрывает все медицинские счета, связанные с лечением, обследованием и так далее, его и всех людей, которые находились в его автомобиле. Я на одну секунду просто хочу от себя добавить, что почему так мы много говорим о телесных повреждениях и страховке от всего этого, потому что стоимость, по большому счету, лечения в Соединенных Штатах безумная. Один день в более или менее приличном госпитале, один день стоит в районе 4-5 тысяч. Просто нахождение в госпитале. Один день. 2 часа, когда ты попадаешь в так называемый emergency room. I'm just adding why we speaking so much about this, because the cost of medical bills is huge. And here's where it's really important. There are 450 million cars in the world. 191 million of them are in the U.S. На земном шаре на сегодняшний день существует 450 миллионов транспортных средств. 450 миллионов транспортных средств, из которых 190 миллионов находятся на территории Соединенных Штатов Америки. And so you should see the enormity of the opportunity to
use fraud as a crime to gain money. Я думаю, что из этих цифр теперь вам понятно, откуда берутся 80 миллиардов долларов, которые представляют из себя обманы в страховых компаниях именно в Соединенных Штатах. Потому что Соединенные Штаты это, ну, так сказать, 45%, легко посчитать, в районе 45% транспортных средств всего земного шара. And so this $80 billion industry creates a huge burden on everyone in the system. And because you're required to be part of the system, we end up having to pay for those crimes. И проблема заключается в том, что вот эти вот 80 миллиардов долларов, они в результате должны быть вынуждены быть распределены среди всех законопослушных. Поэтому, так сказать, те, которые не совершают этого, платят, так как мы с ним, лишние 850 или сколько-то $1000 каждый год. И таких, как мы, как вы понимаете, огромное количество людей. There are basically three types of fraud that are very typically committed against insurance companies. В основном существует три типа страхового Три типа страхового мошенничества, которые, как правило, существуют в Соединенных Штатах. Hard fraud is a term that's applied when someone deliberately fakes an accident. It's called a hard fraud. Фальсификация. Все написано. Да, это было Что вы тут делаете тогда? Давайте читайте, ребята. Hard fraud, то есть грубая, сильная форма мошенничества. Мы это постарались перевести как фальсификация. Да, хорошо. Is that understandable? Yeah, Okay, next. A soft fraud is an event when a normally an honest person has an opportunity to make a claim for more than what they're actually due. Soft fraud, то есть мягкая, более легкая форма. Мы назвали это подлог. Обычно честные люди позволяют себе такую маленькую невинную ложь, чтобы обмануть и получить выгоду. Просто для того, чтобы имеется в виду, что действительно, так сказать, столкновение было. Но оно было, предположим, на такую-то сумму денег, они там чуть-чуть добавляют. У него раньше была царапина, давным-давно, но он заодно приписал эту царапину уж, чтобы, то есть понятно чего. Да? An intentional fraud is when a normally honest person, for some reason, for some financial loss, causes this damage in an attempt to gain money from the insurance company. Намеренное мошенничество или намеренные убытки, когда нанесен был ущерб, как вы видите, преднамеренно с целью обмануть страховщика, исключение составляет поджог автомобиля. The most common type of fraud in America are staged collisions, made-up accidents, because they know that there is a shortage of investigators to catch them. Самые распространенные случаи – это преднамеренное инсценирование ДТП, поставленные, инсценированные. Next. Stage accidents occur when drivers deliberately cause other accidents or stage damage to their own vehicles. Возникает такая инсценировка, когда он намешленно, умышленно или преднамеренно останавливается перед мишенью, чтобы вызвать наезд на свой автомобиль. And we're going to look at some examples of some of the ways that those are committed. Посмотрим на примеры. There are actually, I mean, this is such a profitable crime. There are actually groups of people, gangs of thieves that stage these collisions. Такое выгодное, можно сказать, мошенничество, когда целая группа людей занимается воровством, можно сказать. Yeah. Next.
some of the things that we think about when we're trying to detect these frauds are going to be a claim is committed, and I don't know another way to say that, but we call the insurance company and tell them that we suffered this damage and we want to be paid for it. That's What's the point? That's the first step of the fraud. Notifying the insurance company that there's been a loss. Окей. Вся подобного рода мошенничество начинается с того, что тот человек, который это задумал, звонит в страховую компанию, говорит, вот у меня то-то, то-то произошло, и я считаю, что я должен получить такую-то сумму. What we look for is, number one, they say, no, we didn't call the police. Первый вопрос, который, как правило, задают иншурансные компании, вы вызывали полицию или нет, и тогда человек, который все это поставил, говорит, нет, полицию мы не вызывали. Two is they say, oh no, there are no witnesses. А свидетели у вас есть? Нет, вы знаете, свидетелей тоже нет. The other car involved left the scene. Третий момент. Автомобиль, который меня ударил, покинул место происшествия. And they usually make a high demand and want their money very quickly. И, как правило, сумма денег, которую они требуют, велика, и они, как правило, требуют деньги получить как можно быстрее. Ding, ding, ding. Those are clues. Somebody should open their eyes. Как только происходят вот эти вот раз, два, три события, полицейского не вызывали, свидетелей нет, машина оставила место происшествия, вторая, он говорит, это должно моментально, вот такие три фактора, они должны моментально вызвать вопрос в голове у того, кто занимается расследованием данного транспортного происшествия. It is such a huge industry that we have a group that is dedicated just to these crimes. The National Insurance Crime Bureau. Есть специальное бюро, которое занимается расследованием подобного рода происшествий. Поскольку это настолько распространено, что было создано специальное бюро, которое только этим и занимается, отслеживает, так сказать, вот страховое мошенничество.